Привет, друзья мои! Шикарная зима у нас, конечно, в этом году как никогда. Вот сейчас середина декабря, не нарадуюсь. Я такого года давно уже не припомню. Ну, наверное, только в детстве реально. Такие сугробы, снега были. Смотрите, по частному сектору сейчас гуляю. Красота. В комментариях просили выставить топ-10 лучших сортов винограда этого года. Ну, если честно, на топ, наверное, никто не дотянул в этом году. Но давайте в общих чертах, которые меня более-менее порадовали, удивили, наверное, кое-что расскажу. Как бы не буду им там места какие-то давать, просто в общих чертах расскажу, какие меня сорта порадовали. Конечно же, меня очень радует из года в год это Аркадия. В моих условиях, практически у стены, 2 метра от стены, она набирает кондиции. Причем в этом году, как никто другой, она созрела вовремя. Она у меня всегда в среднем где-то в 10-х числах сентября созревает. В этом году примерно тоже так и произошло. Сахар набрала неплохой, 17 брикс. По гармонии там все в порядке, очень вкусная съедобная ягода. Столько же брикс набрала Лора, но кислота у нее высоковатая. В общем, если брать Аркадию и Лору, при том, что брикс одинаково у них, и там 17, но у Лоры кислота полностью не ушла. Она более-менее съедобная, но все равно до кондиции полностью не дошла. Не хватило ей все-таки тепла, ну и тем более она у меня не у стены. Возможно, если бы была у стены, скорее всего, такие же кондиции. Возможно, набрала, возможно, и нет. Ничего не могу сказать, потому что год сложный, холодный был. Вообще по Беларуси довольно холодный год. И весна, и лето, ну, в принципе, и осень тоже. В общем, ну, за счет августа более-менее что-то вытянуло свои кондиции. Вот август реально всех спас. Довольно стрёмный для нас сорт, для моих, в общем-то, условий. Каталония в этом году меня тоже порадовала. Треска не было. В принципе, в этом году вообще ягода почти не трещала. Более-менее так стабильно все было. Но ягода набрала хорошие кондиции, хорошие крупные грозди. Крупная ягода, в принципе, созрела тоже довольно неплохо и вовремя. Треска не было. В общем, ягода в этом году мне очень понравилась. Хотя по тому году я не скажу, что она была в идеале, но в принципе вот в этом году она реально меня удивила. В хорошем смысле слова. Очень порадовала Прима Украины. У меня была сигнальная гроздь, и гроздочки были небольшие, и ягодки были в принципе небольшие. Вкус бомбический, ну там просто вкус очень богатый. Ну там цитронный мускат. Мускат я люблю, а там еще такой послевкусие апельсина, конечно, ну это нечто. Посмотрим, что будет в следующем году. Самба меня тоже удивила и порадовала. Ну, мне вкус самбы не очень нравится, но очень выполненные грозди, красивая розовая ягода. Созрела тоже вовремя. Очень красивая была композиция, она у меня пересекалась с Лорой. Ну, вообще, красавица. Тоже порадовала. И по размерам ягод и грозди я даже не думал, что у нее такие, ну, в общем-то, довольно средние, неплохие грозди. Поэтому, ну, по сахару там немножечко. Ну, там тоже в среднем 16-17 брикс. Ну, тоже неплохо. Ну, вкус такой посредственный на самом деле. Киш-миш Юпитер, в принципе, стабильный, очень неплох. Единственное, меня не устраивает, что терпкость у него в моих условиях почему-то не уходит. Ну, она немножко меньше становится со временем, но все равно не до конца. Поэтому, ну, в принципе, вкус, он все равно выигрышный. Хорошая ягода, вкусная. Ну, посмотрим, может быть, все-таки не каждый год эта терпкость будет. Может быть, от года как-то зависит. Ну, будем наблюдать. Очень порадовала Надежда ранняя. Это просто вышка. У нее сахар примерно, как и у всех в среднем. Но он настолько сладкий, настолько вкусный. Там вроде бы тоже без изысков. Ну, такой вкусный, виноградный. Хороший виноградный вкус. Ну, реально, это вот у меня сейчас, наверное, в любимицах. Вместе с Аркадией. Вот еще Надежда ранняя. Она вообще без проблем. И ранняя, и вкусная, и синяя. Ну, не знаю, для кого-то это достоинство, для кого-то нет. Ну, в принципе, меня вот полностью устроило. Вот всем и видом, и вкусом. Очень удивил Мускат Блау. Это уже второе сигнальное плодоношение, скажем. Ну, второе плодоношение. Но оно еще, да, оно еще не полновесное, так сказать. Но грозди, я бы сказал, даже не мелкие. Я думал, все-таки помельче будет, как у технарей. Но это все-таки универсал, и у него неплохие грозди, рыхленькие, ягодки не мелкие. И на покушать нормально, и на вино, в принципе, на компоты очень хорошие. И неприхотливые абсолютно, не болеет. Лоза вызревает шикарно. Ну вот по этим всем, кстати, по лозе вообще вопросов не было.
Даже у Каталонии в этом году проблем с вызреванием лозы не было. Даже не пришлось сильно с бубнами плясать вокруг него. Дубовский розовый у меня нынче под жирным вопросом, будет он у меня или нет. Я ему дам еще 1 год, 1 шанс. Кондиции он полных не набрал. Поэтому в моих условиях, причем у стены, в моих условиях посмотрим. Как бы этот, конечно, это лето было не показатель, но я еще годик понаблюдаю за ним. Если нет, ну, значит нет. Ну и еще, наверное, то, что не обошло своим вниманием, это Алешенькин. Алешенькин в этом году бомба. Он такие шедевры видел, такие грозди, просто бомба. Горошения не было. Он каждый год горошил, я всегда как бы мучился с ним. Горошения абсолютно нет. Выполненные грозди, большие, крупные, там больше 2 килограмм некоторые грозди. Болезней не было в этом году абсолютно. Ну, просто сказка. Но он опоздал на 2 недели. Причем он был недогружен. Кишмиш 342, естественно, он каждый год стабилен. В принципе, тоже опоздал в этом году немножко, но кондиций своих набрал. Он сахар быстрее всех набирает. Самый сладкий на самом деле. Во всяком случае, он на вкус самый сладкий. Там кислоты уже, видимо, почти не остается. Поэтому вот когда я замерял сахар, у него там было, если я не ошибаюсь, потом подсмотрю, потом скажу более подробно. По-моему, что-то 18, вроде не зашкал, но когда кушаешь, такое чувство, что там просто запредельный сахар. Самый сладкий в этом году кишмиш — это Юпитер. Там перевалило за 20 брикс. Ну, вот эти сорта в большей степени достойны внимания. Ну, только что Лора все-таки подкачала, не набрала кондиций полных. Но с ней надо поработать, наверное. Остальное, ну, вот примерно такая ситуация. Поэтому, ну, тут уже судите, смотрите сами. Но по вкусу вот они, в принципе, как-никак набрали свои кондиции. Но, правда, они все были недогружены. Я знал, что, ну, чувствовал, что будет что-то, нечто подобное, глядя по весне, что такой сезон будет не очень хороший. Поэтому я сделал недогруз и, в принципе, не пожалел об этом. Потому что они все созрели, ну, с опозданием, но набрали свои кондиции. И лоза, главное, вызрела. Поэтому в следующем году будем с урожаем. Все, народ, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, кто не подписан. Жмем колокольчик. Всем удачи, пока.